днем рождения! Получите по 10 от каждого мага. Почему люди перестали играть в настольные игры? Ведь это так весело. Все теперь поодиночке смотрят свои гаджеты. Предлагаю вернуть традицию настольных игр. Всем привет! Меня зовут Татьяна, и в этом видео я покажу, как сделать монополию своими руками. И не простую, а монополию Гарри Поттера. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Для начала распечатываем правила, чтобы видеть, что вам потребуется сделать для этой игры. Дальше распечатываем поле, как постер, который будет состоять из нескольких листов формата А4. Я использовала для этого программу Adobe Reader. У меня поле будет состоять из 6 частей. Можете сделать его больше либо меньше, все на ваше усмотрение. Если кому-то не нравится монополия Гарри Поттера, а он предпочитает обычную, то я оставила для скачивания и распечатывания и такой вариант. Хочу уточнить, что я ни в коем случае не претендую на авторство в отрисовке поля и карточек. Все варианты я нашла в общем доступе в интернете. Правда, пришлось поискать пару дней. Для распечатывания я использовала не обычную бумагу, а с клейкой основой для этикеток. Так будет проще собрать все поле, не используя клей. А тут я придумываю, как поле должно собираться. А вам уже покажу готовый результат. И если кто-то переживает, почему в кадре нет моей кошки, то вот она. На момент начала съемки этого проекта еще у нас было включено отопление, поэтому она сладко спит на батарее. Итак, теперь мы собираем карту. И вот среднюю часть не нужно обрезать края, а боковые нужно обрезать с одной стороны. Используем вот такой переплетный картон. На него и наклеиваем. Для удобства разглаживания я использую обычную пластиковую карточку. На своем опыте я поняла, что лучше начинать сборку со средней части, потому что может быть сдвиг в какую-либо сторону. Обратите внимание, что между деталями переплетного картона должен быть зазор, иначе игровое поле у вас не будет собираться. Ту часть, где поле будет складываться наружу, лучше приклеивайте к картону в сложенном виде. Просто поверьте мне, потому что мне пришлось это переделывать. Боковые части поля я оформила остатками бумаги для скрапбукинга. Для оформления задней части поля я нашла различные вырезки из газет из фильма о Гарри Поттере, распечатала их также на самоклеящейся бумаге и наклеила их. Но эту часть оформления я не снимала. Обязательно прикладывайте второй ряд к первому, чтобы поле в итоге сходилось. Я надеюсь, по видео понятно, что первый ряд со вторым соединяется только в одном месте. В противном случае поле невозможно будет сложить, так как оно слишком толстое. Вот такую бумагу я использовала для поля. И также буду распечатывать на нем карточки. Распечатываю все игровые карточки, и мне пришлось потратить пару вечеров на их оформление. Но скажу вам сразу, что оно того стоило.
Для того, чтобы карточки быстро не растрепались, да и выглядели более презентабельно, я буду клеить их на бумагу для скраббукинга. Все ссылки на товары я, как всегда, оставлю в описании под этим видео. Ну, кто же из нас не мечтал в детстве о таком принтере, который будет распечатывать самые настоящие деньги? Ну, хотя бы распечатаем для игры. И печать тут двухсторонняя. Я сделала документ так, что вы сначала печатаете одну сторону, а потом просто переворачиваете лист бумаги и распечатываете на второй стороне. Для фишек и домов я решила использовать вот такие деревянные заготовки и заказать обычные деревянные кости для игры. Домики у меня будут в одном цвете, и, конечно же, я не могла не использовать новое масло от Гаппа в новом цвете. Просто наношу масло в один слой. Можете использовать любой продукт, который вам больше нравится. На фишки для игры я буду использовать масло разных цветов. Для начала я решила сделать всего 4 фишки. И вот такая армия у меня получилась. Вместо масла можно использовать, например, покрытие акриловыми красками, либо же вместо деревянных фигурок можно вылепить их из пасты для моделирования. Ну а коробку для игры можно использовать какую-нибудь картонную, но я, как всегда, люблю, чтобы все было красиво, поэтому купила фанерную заготовку, она лежит слева, и буду показывать ее оформление в отдельном видео. Если вам понравилась моя идея, то вы знаете, что мое видео можно поддержать, нажав пальчик вверх и оставить комментарий под видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока и увидимся совсем скоро в следующем ролике.